Всех приветствую на канале Income, меня зовут Вадим. Сегодня пойдет речь о прямом конкуренте эфириум, монета EOS. Что это за монета, какие у нее прогнозы и стоит ли рассматривать эту монету в долгосрочной перспективе. Итак, поехали. EOS — это собственная криптовалюта EOSIO, технология блокчейна с открытым исходным кодом, которая позволяет разработчикам создавать децентрализованные приложения. EOS является одним из лучших токенов в мире криптовалют. Главным конкурентом EOS считается эфириум. Хотя аудитория у эфириум больше, эксперты знают, популярность не всегда означает качество. EOS отличается скоростью, масштабируемостью и гибкостью. Именно за счет этих особенностей криптоэксперты высоко ценят данную монету. Более того, разработчики EOS решают проблемы ограниченной доступности ресурсов в сети, ложных транзакций, одинаковых запросов, спам-приложений и так далее. В настоящее время EOS один из ведущих криптопроектов, которые разработали для решения недостатков гибкости, скорости, масштабируемости и низких комиссий, актуальных проблем для биткоин и эфириум. EOS работает на собственной платформе смарт-контрактов для децентрализованных приложений dApps. Она включает протокол блокчейна EOS.io, специально разработанный как способ превзойти обычную обработку, аппаратное хранение данных и многое другое. Еще в 2017 году разработчики Брэндон Блумер и Дэн Лаример представили широкой публике свою технологию документации о первичном размещении монеты EOS. Запустили в июне того же года. Оно продлилось целый год и принесло колоссальную сумму в 4,1 миллиарда долларов, побив все рекорды ICO на то время. Следует добавить, что EOS спорная криптовалюта по сравнению с другими монетами. С другой стороны, у нее самый большой потенциал долгосрочного роста, все благодаря своей новаторской технологии. Блокчейн-протокол EOS в перспективе сможет изменить будущее всех приложений и компьютерных ресурсов радикальным образом, если он действительно усовершенствует внутренние процессы в различных отраслях, как обещают разработчики. В таком случае долгосрочная цена монеты будет быстро расти. Кратенько пройдемся по функциям данной криптовалюты. Быстрота, гибкость и ориентированность на будущее, лучшие в отрасли производительность и масштабируемость блокчейна, настраиваемый блокчейн-платформа, широкий набор инструментов и ресурсов для разработчиков, гибкая аутентификация и превосходная целостность данных. И также на официальном сайте вы можете ознакомиться гораздо подробнее с этим проектом. Здесь масса информации как для разработчиков, которые могут использовать данный блокчейн в своих каких-то целях, образовательные ресурсы также, сообщества, новости, события, все здесь есть. И, кстати, о новостях. Из последних новостей криптовалюты EOS это конфликт интересов между сообществом EOS и компанией Block One. Компания Block One – это прямой разработчик EOS, которая привлекла почти 10 миллиардов инвестиций. А все потому, что сообщество считает, что разработчики Block One больше не действуют в интересах компании. И на то у них есть свои аргументы. Руководитель EOS Foundation Ив Лароуз заявил о своих правах на управление EOS, обвинил инвесторов и основателя Block One в неудачах проекта и сообщил, что EOS будет использовать новую стратегию для развития. И вот что он говорит. Большинство держателей токенов, с которыми я говорю, как внутри, так и за пределами EOS, согласны с тем, что Block One сознательно исказили свои возможности, а это равносильно халатности и мошенничеству. Роуз считает, что EOS Foundation сможет сменить Block One в качестве руководящей организации, что позволит проекту быстро масштабироваться. Новый путь развития проекта включает в себя формирование основных команд, создание и распределение программ грантов и разработку дорожной карты. Он считает, что это решение позволит сообществу EOS перестать зависеть от Block One и выбрать свой путь. Пока проект этого не сделает, Block One будет мешать развитию EOS. Завершая свою речь, Роуз заявил, что EOS Foundation возьмет управление проектом на себя, приведет брендинг и обеспечит дальнейшее развитие EOS. Как видно, сообщество EOS берет управление в свои руки, но пока не ясно, кто будет заниматься разработкой основных направлений. На данный момент криптовалюта EOS находится на 47-м месте. 47-е место почти из 18 тысяч криптовалют, согласитесь, это почетное место. Давайте рассмотрим рыночную капитализацию. Рыночная капитализация монеты сейчас составляет 2 миллиарда. Пиковое значение было в 22 миллиарда, это достаточно серьезные цифры. В циркуляции уже 96% криптовалюты, что означает, что почти все монеты уже находятся в обращении, и когда они уже будут все в обращении, это будет означать ограниченность количества монет, что также будет способствовать росту цены. Пиковая цена монеты была $22.89 на момент 29 апреля 2018 года. Сейчас монета продается по $2.12. Рынок очень сильно просел.
Давайте посмотрим, какое сообщество у монеты EOS в Твиттере. Как вы знаете, чем больше сообщества, тем больше имеет вес сам проект. Вот мы видим, что следят за проектом 263 тысячи фолловеров. Аккаунт был создан 2017 года в мае. Последняя публикация 1 декабря 2021, то есть еще в этом году почему-то не было никаких публикаций данной монеты. Давайте проведем небольшой технический анализ монеты. По графику видно, что к данной криптовалюте есть интерес и спрос. Это видно по постоянным скачкам, постоянным волнам роста. Сейчас, так сказать, идет фаза накопления, цена часто возвращается или приближается к своему началу. И это идеальная возможность накопить себе как можно больше монет и ждать, когда EOS встанет на ноги и начнет пачками выпускать на своей платформе различные проекты. Эксперты не считают, что EOS безнадежен, и некоторые аналитики прогнозируют рост до $23 и выше. Но как скоро это произойдет, пока не ясно. Сейчас, как вы видели по новостям, в проекте грядут большие перемены. В любом случае, проект с большими амбициями заслуживает внимания. Такие проекты все же, я считаю, должны быть в вашем инвестиционном портфеле. И, конечно, ни в один проект не нужно заходить на всю котлету, а грамотно распределять риски. Диверсификация обязательно. Это ни в коем случае не финансовый совет. Всегда сами изучайте досконально то, куда будете инвестировать свои деньги. Криптовалютный рынок только формируется. А у меня на этом все. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, это видео было вам полезным. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем роста и процветания. До скорой встречи в новом видео.